Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвардиюа. Сегодня мы будем творить контент, потому что меня в комментариях давным-давно просили записать эту сборку. Это Алхимик, Кира плюс тролли. Естественно, Алхимик это будет основной мейн Кири через синергию Киры, и все подробнее я расскажу, наверное, чуть позже. Вот, просили меня ее записать, но я ее долго не записывал, точнее, я пытался ее записать, то есть я 1-2 раза в день как минимум пробовал записать эту сборку. У нее есть куча нюансов, есть куча плюсов, куча минусов, и о них мы, соответственно, в течение ролика поговорим. Ну, все это, естественно, если у меня получится, и, соответственно, вы этот ролик увидите, потому что за сегодня, это моя третья попытка. Я вот целенаправленно решил взять и попробовать и собрать именно Алхимика, троллей плюс Кира. Начало более-менее меня радует пока что из-за того, что есть гоблин-убийца, который дает мне одну монетку. И, кстати, хочу сказать следующее. Сегодня будет ролик на полном релаксе, потому что что-то как-то я сегодня немножечко не очень чувствую, но это такое. Ну, у меня чисто не знаю, что-то как-то то ли нос заложен, то ли что, но я думаю, вы по голосу все прекрасно слышите. Вот. И хочу напомнить, ребят, что мне нужна ваша помощь. В чем же мне нужна ваша помощь? А на самом деле помощь простая. Я хочу попробовать добить 2000 подписчиков в этом месяце, поэтому если кто-то не подписан на мой YouTube, подпишитесь, а кто подписан, то, ребят, поставьте лайк и коммент в поддержку, чтобы ролик продвинулся в рекомендации, в тренды. Говорят, что комментарии от 3 слов помогают в продвижении, поэтому давайте попробуем проверить. Всем огромное спасибо, кто поможет. Огромнейшее спасибо. И кто, кстати, не подписан на телегу, подписывайтесь, потому что я в пятницу планирую запустить стрим. Вот. Будет это лобби с подписчиками, либо это будет обычный стрим, соответственно, посмотрим. Там надо будет сделать опрос, все такое. Короче, посмотрим, загадать пока что не будем наперед. Теперь давайте поговорим о том, какие плюсы у этой сборки, а какие минусы у этой сборки. На самом деле, минусов у этой сборки просто пятая точка жуй. Вот. Предметы я сейчас, если что, не брал, потому что, ну, надо посмотреть, что у меня будет за старт. Если бы у меня... О, спасибо за щит. Спасибо за щит. Я ж Капитан Америка, поэтому мне нужен щит. Помните фразу с Мстителей? Выдайте капитану щит. Вот мне выдали щит. Да. Ну ладно, окей. Окей. Щит это не такая уж и, скажем так, руина, но на самом деле хотелось немножечко по-другому. Тут уже челик с гоблина-убийца в двойку. Тут я по-любому откисного ловлю. Ну ладно. Ладно, ничего страшного, ничего страшного. В общем, в чем плюсы алхимика Киры плюс тролля? Кто вдруг не знает? Блин, ну прикольно так стартануло сейчас. Два волшебника есть. Куда же мне их закинуть? Подождать, не подождать. Короче, я затупил немного. Теперь можно же как-то стартануть по-иному будет через этих волшебников. Вот только как? Ну, если сейчас мне волшебница эльфийка придет рано, то, в принципе, можем попробовать поставить троллей фуловых. Но у меня нет адекватного керри. Был бы у меня какой-то хускар, либо же... Ну, только хускар, по сути. Был бы у меня только хускар какой-то, как керри. Может быть, какая-то мартретка. Короче, разберемся пока что. Разберемся, на самом деле. Можно было бы подставить реально троллей, но для этого мне нужен мощный керри. А вот мощного керри нам нужно будет найти, естественно. О, чувак ливнул. Не знаю, рольнул, наверное, или просто ливнул. Подумал, что такое. Ой, да мне здесь не место, короче. Короче, мне здесь не место. По реликвиям. Реликвии неплохие. Вот, ладно, вернемся к нашему алхимику, троллю Киры. Или как лучше, алхимик Кира тролля. Давайте вот так вот будет просто. Алхимик Кира тролля. Охотники дефолтные сейчас. Ну ладно. Вот, алхимик Кира тролля. В чем его плюсы, в чем его минусы? Во-первых, когда алхимик становится под троллями, он ломает свою скорость атаки. Ломает свою скорость атаки. Сейчас, секундочку. Сложный выбор. Тут есть волшебница. Можно, в принципе, выйти сейчас и в 10 монет и пойти на хорошем инкаме. И вот как бы поступить в этой ситуации сейчас? Можно... Может реально распродать некоторые фигуры сейчас? Да, распродам пока что друидов. И, наверное, я продам вот этого вот убийцу. Все. Потому что тролли мне нужны. Вот этот вот Вич-доктор, он мне нужен. Этот тролль-чернокнижник.
Он мне по-любому нужен, потому что он дает контроль, он накидывает свои каски, плюс он чернокнижник, а он с алхимиком стакается, будь здоров. То есть это то, что доктор прописал. Так, ну что-то пока что какая-то поплава происходит, меня что-то выносят, бьют беспощадно. Вообще без шансов. Я бы с удовольствием баф людей бы поставил лучше. Для такой вот темы. Так. Попробую заобузить гоблина-убийцу. Я, в принципе, никуда не спешу. В любом случае, у меня ситуация так себе. Типа, я думаю, вряд ли что-то поменяется такое. Надеюсь, конечно, с первого раза у меня получится сейчас этого гоблина-убийцу... С этого гоблина-убийцы получить монетку. Надеюсь. Сейчас вот таким вот образом сделаю. В общем, у алхимика Киры Тролли ломается скорость атаки, если вы собираете его под 6 троллями. То есть, когда он активирует свой ультимейт, то у него ломается скорость атаки, и вы, в принципе, все увидите дальше, если, естественно, мне это получится сделать. Там жестко ломается скорость атаки, и там за 1 секунду наносится чуть ли там не 20 тычек, грубо говоря. 20 тычек и тому подобное. Если ультимейт 3-го уровня, то там до 30-40 тычек можно наноситься. То там почти без анимации бьет. Кстати, монетку забузил. Просто с первого раза забузил монетку. И как назло, мне не приходит... мне не приходит эльфийская волшебница. Падло. Что я могу сказать? Падло. Можно было бы поставить сейчас как бы 2 орков, но не вижу в этом как такового смысла. Я думаю, короче, лучше выйти в деньги. Да, потеряю по хпшке, потеряю по всему такому, но лучше я выйду пока что в деньги. Алло, горло. Успокойся. Горло, успокойся. Там жесткие пока что столы. Но, честно, у меня 83 хп, 20 монет. Все замечательно. Плюс у меня гоблин-убийца, из которой 3 монетки сейчас по-любому должен забузить. По крайней мере, я на это надеюсь. Чел ливнул, и, скорее всего, меня еще и вынесет сверху, да? Чел ливнул пару раундов назад, и у него по итогу все равно стал сильнее, чем мой. Нормально. Цемку не продаю, потому что хочу баф людей поставить. Надеюсь, конечно, у меня это получится. О! О! Хе! Погнали. Погнали реализовывать. Не, мне надо уровень брать. Ну да, мне в таком... Ну да, берем уровень. Берем уровень, потому что буду экономить по хпшке. Мне нужно по максимуму сэкономить по хпшке. Я и так по деньгам хорошенько выхожу по инкаму. Единственное, что мне нужно теперь... Вот в действительности мне нужно экономить по хпшке. 81 хп, 27 монет. И вот так вот я сделаю, выходит 30 монет. То есть на 9 раунде, прикиньте, у меня 81 хп, 30 монет, плюс синергия троллей флоу. Вот, ломается скорость атаки у алхимика, и, соответственно, это очень мощно. А под синергией Киры у нее становится огромное количество хп и, соответственно, огромное количество урона. Но там вот эта вот синергия Киры, если мне память не ошибает, то 60% вы получаете со съеденных фигур. То есть 60% урона с руки и 60% по хпшке от съеденной фигуры. Съедать фигуру вы можете только ту, которая не выше цены продажи вашего алхимика. То есть у вас, допустим, алхимик 6 монет стоит на продажу, то, соответственно, максимум, какую фигуру сможете схавать, это фигура за 6 монет. Прикольно это смотреть с друидами. То есть вы смотрите, собираете какого-то трента, лон-друида, хаваете их. Но только чтобы схавать лон-друида, вам, соответственно, нужно будет алхимика апнуть в 3 звезды. По-моему. Если мне память не ошибается, если моя память не ошибается, то алхимик в 3 звезды может схавать лон-друида. Но если алхимик 2 звезды, то он лон-друида не может схавать под друида. Короче. Если что, в комментариях меня поправьте, я точно не помню. И вот, синергия Киры, она прикольная, но у нее огромные минусы. Прям кабанчиков. 51 монетка, ребят. Ух ты, Кира есть. Смотрите, у меня сейчас 74 хп, 49 монет. И еще у меня еще есть кабанчики. Я сейчас их юзну до начала следующего раунда, по той лишь причине, что у меня получится сейчас заобузить по 1 монетке. То есть я их поставил на стол, и сейчас большинство кабанчиков будет стоить по 2 монетки. Круто? Еще как. Кстати, спасибо за еще один посох. Я же его скипнул в предыдущем раунде, поэтому мне еще один посох пришел. Но это, знаете, типа, из разряда того, что, типа, Санечек, ты потерял свой посох, ты его скипнул, ну вот он тебе обратно. Я тебе его возвращаю, ну не благодари. Блин, ну если сейчас все пойдет хорошо, а я думаю, что все сейчас пойдет хорошо, то у меня в действительности получится показать вам алхимика Керри через синергию Киры.
Ну там я вижу уже антимага, и я вижу 6 охотников. Это проблема. Ладно, ладно. Проблема не проблема. Давайте перейдем к минусам этого билда. Самый главный минус это то, что у вас одна единица боевая. Одна всего лишь. Одна единственная. То есть у вас один алхимик, он бьет с руки, все такое. Но самый главный минус это то, что вы будете противнику наносить минимум количества хп по шахматисту. Кстати, меня тут тоже слили. Ну и ладно. Ну и слили, и слили. Больно-то и хотелось. Не, ну хотелось победить немножко. Ну хотя бы там... Ух ты, сюда. Сюда кусик. Кусик нам нужен. И я даже в него сейчас шмотки переделаю, а вот этого гоблина-убийца продам и выйду в уровень потихоньку. Буду выходить в уровень потихоньку. В идеале, конечно, бы гримтачи бы взять, потому что я же буду собирать вич-доктора и буду собирать тролля шамана. Вот. Минимум вы будете носить по вражескому шахматисту. Это минимум. Да, у вас будет огромный алхимик, который будет с огромным количеством хп, с огромным количеством урона, даже если у вас особо предметов не будет. То есть, допустим, у вас будут какие-то просто сейф предметы, но вы съедите, ну, фигуры, у которых примерно по 100 урона с руки, да, по 1000 хп. То есть, примерно у вас у алхимика будет где-то 4000 хп и 400 плюс-минус урона с руки. Вроде бы как бы немного, но если у вас нет предметов на урон и все такое, то, ну, это хорошие цифры, согласитесь. Это довольно-таки приятные и хорошие цифры. Не хочу кабанчика продавать. И, как вы уже могли понять, первый самый вот этот вот минус, это то, что вы минимум наносите по вражескому шахматисту. Потому что даже алхимик в 3 звезды наносит, если мне память не ошибает, то, по-моему, что-то минус 5. Алхимик в 3 звезды. Ну, конечно, чел на скелет наролил Манки Кинга, наролил Антимага. Ну, я надеюсь, что на 5-м раунде ко мне придут какие-то молнии, либо же маска. Маска берсерка, чтобы я смог пока что Хускара закинуть. Потому что алхимика как-то на горизонте даже не видно. Даже не то, что алхимика. Я бы с удовольствием бы сыграл через антимага. Антимаг дал бы мне такой лютый старт под моим текущим билдом. Лютейший бы старт дал. Вот. И как вы уже могли понять из того, что я говорил, то, что наносит минус... ну, самый минимум по вражескому шахматисту, и самый главный его минус в том, что если будет какой-то башер 4-го тира, если будет какой-то контроль и тому подобное, у вас фигура одна. И в мету, когда есть антимаг, когда есть Doom, это, ну, проблема мирового масштаба. Угроза, достойная уровня Мстителей, на секундочку. Поэтому... Насколько это рентабельно в текущей мете это делать, это я уже как бы не могу сказать. Как по мне, не рентабельно от слова совсем. Во-первых, есть... Как же это культурно сказать? Вот как это культурно сказать? У меня на языке нет культурных слов, понимаете? У меня есть только одна нецензурная брань в сторону обращения как Манки Кинга, так и антимага. Потому что, ну, это просто, это жесть. Ой, ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я. Кстати, хорошо кабанчики сейчас заюзались. Единственное, что вон кабанчик 2 монетки, а тут по 5. Короче, пересортируем немножечко их. Свиноферму. Свиноферму обужу по максимуму. На самом деле, я отлично сейчас юзаю свиноферму, как по мне, потому что у меня, вот смотрите, у меня сейчас 15 раунд, у меня уже 8 уровень почти. Дохренище бабла, потому что и когда я продам вот этих вот всех кабанчиков, у меня будет этого бабла вообще просто. Гвард, привет. Так, я попался со своим подписчиком. Сейчас. Секунду. Так, привет, привет. Так, удачной тебе игры. Все. Все. Надеюсь, получится записать, и твой привет увидят все. Надеюсь. Ну, башер 4-го тира. Манки Кинг, который присосется к алхимику и будет его в вечном стане держать, если там, не дай бог, Манки Кинг будет в 3 звезды, даже вот просто из инсектоидов каких-то. Антимаг, который будет вечно присасываться и высасывать ману у вашего алхимика, который будет постоянно, ну, он будет их просто взрывать. Я ж надеюсь, я мобов затащу. Пожалуйста. Хочу затащить мобов. Боже, как я обожаю Хускара. 60% урона я нанес только что с сестрой магического. О, спасибо.
Бабка, конечно, такая себе. Ну, в принципе, если мне сейчас молнии упадут, то будет хорошо. Но, если молнии упадут. Спасибо. Всегда мечтал еще о одном щите. Ну, одного мало, два считаю достаточно. Два я считаю достаточно. Вот согласитесь. Один щит хорошо, два лучше. Ну, естественно. Дайте щит этому капитану. Блин, ну пока как-то все очень грустно. У меня все максимально грустно. Адекватных фигур нет, кстати, если что, вдруг кто задавался вопросом, стакает ли способность бабки скорость атаки с руки. Нет, не стакает. Нет, не стакает. Да. Ладно, 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 ладно. Я просто пытаюсь понять, как же мне теперь поступить. На самом деле у меня нет никаких домашних шмоток на данный момент. Может быть, в будущем появится, хотя не уверен. Но я буду терпеть до талого. Мне в любом случае нужен примерно 9-10 уровень, а потом уже буду ролиться. В идеале 10, чтобы у меня был 25% шанс на то, чтобы мне приходили фиолетовые фигуры. Так как мне фиолетовая фигура необходима, алхимик, поэтому мне нужен 10. В принципе, я могу спокойно взять 10 уровень. Налегке, на одном дыхании. Сейчас, когда кабанчики придут все по 10 монет, я их просто распродам и сразу возьму 70 уровень. И к 20 раунду у меня, в принципе, плюс-минус будет уже 9. Правильно? Правильно. Кстати, ну хотя бы один раунд. Ну, короче, пока же, знаете, я там продумывал, что как сделать. Я затупил немного и посидел один раунд с 3 волшебниками. Ну, ничего страшного. Один раунд не беда. По итогу все равно это ничего не поменяло, правильно? Правильно. Правильно. Так, вот антимаг с Манки Кингом. Чел держал винстрик, а теперь играет на лустрик. Но это... О, 8 монет сюда. Сюда эту прикормку. Хорош. Хусик? Хусик, ты меня радуешь. Хусик, ты меня радует сейчас. Довольно-таки неплохо радует. О, Манки Кинг 2 звезды, там уже молодого. 10 монет сюда. Апаем уровень. И медузу поставим. Ой, медузу. Ну, короче, так поставим. В конце ролика, если что, мы подобьем итоги. Кстати, я хотел спросить своих зрителей. Смотрите, у меня же сейчас произошел небольшой апгрейд компьютера. У меня есть много памяти. И я могу делать конечные вставки своих попыток. То есть, сколько неудачных дублей было потрачено на вот, текущую сборку. Напишите в комменты, это будет интересно снова или не особо будет интересно. Как по мне, будет прикольно. Но если что, поправьте меня в комментариях. Блин, как же мне хотелось бы иметь сейчас какого-то антимага в 2 звезды. Ей-богу, 23 хп уже осталось. Ситуация. Я в дерьме. Наша любимая ситуация. Нахождение в чем-то коричневом. Похоже, это снова будет неудачный дубль. Похоже на то, импресска. Ну, то есть, я ищу алхимика, чел на 1% находит себе импресску. Угу. Ясно? Понятно. Понято, принято. Блин, кабанчики это, конечно, классная тема, когда вы на 10 раунде получаете кабанчика, вы играете на лоу-стрике, берете себе уровень и можете спокойно так вот выставлять, как у меня сейчас. То есть, по сути, у меня здесь максимально хорошая реализация вот этих вот кабанчиков. Лучше бы я взял гоблинские монеты, клянусь. О, сюда. О, еще один кабанчик. Хорош. О, сюда. А тебя мы возьмем. Тебя мы возьмем, отдадим тебе предметы и сейчас рольнем дискордик. Я роквейн скипнул, понял. Все, тогда урон плюс 25 берем. Урон плюс 25 берем.
Много это или мало будет, неизвестно. Кстати, сейчас делаю вот такой вот мув. У меня будет сейчас 6 троллей и немного жрецов. Соответственно, из-за того, что у меня будет немного жрецов, я, соответственно, могу, знаете, что сделать? Правильно, получить эссенцию. И получить... О, алхимик. Это хорошо. Так. Его пока что, наверное, рано ставить. Максимально рано ставить. Нужно, кстати, будет еще баф чернокнижников поставить. Жезл Кира мы не юзаем. Я думаю, все понимают почему. Потому что я буду ролиться как на 8 уровне, а не как на 10. Не души. Это крик души. Блин, почему мне не мастерская бума упала? Так, некор, хорошо, сюда. Неплохо. Ну дай алхимика. О, Нигма. Блин, это, конечно, крутяк. Так. Наверное, все-таки со жрецом немного поспешил. А ну, я Свена поставлю чисто по приколу, интересно, как будет. Хотя шмоток у меня нету адекватных, поэтому Свен иду. Ну да. О чем я говорил? Ну, типа. Так, ребятки, погодите минуточку. Подержите мое пиво. Сейчас надо паролиться максимально быстро. Нужно максимально быстро паролиться и максимально быстро найти себе нужные фигуры. Киру сейчас нет смысла ставить. У меня довольно-таки слабые фигуры, поэтому в этом нет никакого смысла. Абсолютно. У меня есть антимаг, поэтому пусть антимаг стоит. Так, друидик, отлично. Фуриона мы... Ой, Фуриона. Инчу мы обузим. Инча необходимо нам. Ханчик нам не нужен. Яйцо. А что по алхимику? Ты что, прикалываешься? Где алхимик? Ах. Я предметы забыл отдать. Но я надеюсь, не откисну. Антимаг, души. Антимаг, души. Просто. Антимаг, одну звезду. Антимаг в одну звезду. Давай, 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 давай. Я в тебя верю. GG. GG. Души, 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 души. Блин, ну, мне надо предмет 5 тира искать на скорость атаки. Хотя, на самом деле, я думаю, не нужно. На самом деле, вообще нужно. Но не критично, кстати, алхимоз. Сюда. Я думаю, Энигму продать. Энигму продать. Или не продать. Надо сейчас быстро что-то придумать и как-то реальные предметы. Медальон мы в этом билде, кстати, не скипаем абсолютно. Вообще нельзя скипать медальон в этом билде. Поэтому, если кто-то захочет скипнуть в этом билде медальон, ребят, вы совершите такую грубую ошибку, что просто охренеете. Во-первых, вы играете от одного персонажа, когда будет у вас синергия Кира. И как бы на этом все. А вот, кстати, инсектоиды. Вот смотрите сейчас, какая скорость атаки у алхимика. Это еще у меня нет никаких предметов на скорость атаки. Почему у него ломается скорость атаки, если вы спросите, то все на самом деле просто. У него ломается скорость атаки из-за его особенностей ультимейта. То есть у него ультимативная, она снижает минимум скорость атаки. То есть у нее там 0.6, 0.5, 0.7, вот так вот. На 3-м уровне скорость атаки там бешеная. Я, конечно, в антимага верю, но есть одно но. Кстати, мне надо будет Киру поставить. Ну да, мне в любом случае нужно, скорее всего, будет от Энигмы отказываться, хотя я не особо от нее хочу отказываться. Можно было бы от кого-то другого отказаться, я бы отказался, а так не могу. А так не могу. 2 обоссанных инсектоида в катке. Угу. Это плохо. Ладно, сейчас посмотрим, что на 25-м раунде будет. Я надеюсь, будет какая-то приятная шмотка. Так, Мьёльнир. Мини-Мьёльнир. Маленький Мьёльнир. А вот это то, что доктор прописал. Все, теперь, в принципе, я доволен. Я, в принципе, доволен. Теперь мне знаете, что необходимо? Правильно, мне необходимо найти
Киру, во-первых. Но пока что Киру я, наверное, даже ставить не буду. Это опасно. Единственное, короче, яйцо Варлока. Я в Варлока верю. Жалко, конечно, нет урога войны. Мне МКБ надо. Хорош. Короче, как вы могли заметить, в этом билде почти приятно все. Но минусы перевешивают плюсы. И давайте так. Ладно. Я думаю, вы все минусы и так по ходу игры увидите. Кстати, 9 охотников этот билд контрит на ура. Вообще на одном дыхании контрит. Мне не нравится то, что там есть 2 инсектоида огромных. Один еще на полнейших цветах. Смазка 5-го тира, Monkey King. Короче, я когда поставлю синергию Киры, я добавлю себе урона, добавлю всего такого, но все это будет контриться элементарно одним думом, каким-то контролем и все такое. Смотрите сейчас на скорость атаки. Смотрите, пошел. А, еще у него ультимативно ждет скорость атаки. Фу, понижает минимальную скорость атаки, добавляет скорость атаки, добавляет хп регена и в радиусе уменьшает броню. Кстати, спасибо. Хорош. Да боже, вы что так насыпаете хорошо? Мне нравится такое. Мне нравится эта прикормка. Блин, ну... Вот этот пояс я не особо хочу скипать. БКБ дай. Я пока что Киру скипнул. Хотя, наверное, зря скипнул пока что. Но я пока не хочу ставить Киру. Не хочу пока. Хочу пока что так поиграть. Через обычного алхимика. Без синергии Кира. Хотя, на самом деле, Кира раскрывается по максимуму в таком билде. Только под троллями. Ну, блин. Опасно здесь оставлять одного алхимика под синергией Киры. Опасно. Очень опасно. Если я оставлю такого алхимика под синергией Киры, одного, то у меня может не хватить ни урона, не хватить ничего. Что до души? Ну... Все, давай. Все, пока. Кстати, 2 кристалла. 2 кристалла это хорошо. 2 кристалла это то, что доктор прописал. Поэтому мы это берем. Мы это берем. Мне теперь нужны предметы 5-го тира. Возьму Киру уже. Не знаю, можно, в принципе, попробовать сейчас взять синергию Киры, потом... Ой-ой-ой. По-моему, я наигрался. По-моему, я наигрался. Ну, типа, если кто-то сейчас не будет выносить этого охотника, то мне ГГ. Я этого охотника никак не смогу бить. Ой, это инсектоид с винстриком. Инсект с винстриком. Ну как же моему алхимику все равно? У меня есть БКБ, у меня есть МКБ, у меня есть... Но это взаимообоюдоострый меч, потому что вот то, о чем я говорил. Был бы это антимаг под шмотками, ну, я думаю, вы прекрасно представляете, что было бы со мной. Ну, так и, кстати, сюда винстрик отдай, инсектоид ты. Мы почти всех инсектоидов аннигилировали. Почти. Готовьтесь, ребята. Брейте ноги. Я в дороге. Но это не касается охотника. Охотник меня вынесет. О, алхимик. Алхимосик. Хусика мы будем апать, потому что он нам необходим для того, чтобы у нас было хорошее пищеварение. И вот так вот сейчас сделаем. Вот так вот. Вот, вкусненько. Просто, на самом деле, надо будет, наверное, и Леона взять. Леона в 2 звезды собрать и скармливать его алхимику. Тоже мантию короля, если закинуть в алхимика, это будет тоже прикольно, потому что будет алхимик бить чистым уроном с руки. Ну тоже, если придет эта мантия короля. То есть сейчас я бью физическим уроном. Оп, пошел. Ну, сейчас мне конечный будет, скорее всего. Ну, видите? Ну.
Серьезно? Ну это разовая акция, судя по всему. 50 урона, 750 хп. Мне нужен предмет 5-го тира искать. Мне не хватает как-то урона. Мне нужны криты. Маска 5-го тира мне как бы нужна, но не особо критично. Маска мне 5-го тира нужна, но не особо критично. Жезл Киры. Жезл Киры мне нельзя юзать, мне нужен алхимик. Юзнул жезл Киры, это как бы круто, прикольно, но он мне не нужен. Ну да, если Леонов 2 звезды собрать, то в принципе его можно будет скармливать алхимику вместо какого-то персонажа, потому что у него больше хп будет. По урону с руки все в принципе будет точно так же. В идеале, что бы мне сейчас пришло? Мне нужно бессмертие, криты и все. Это в идеале. Бессмертие, либо криты. Ну вот, видите, 400 урона с руки, 5500 хп. Вкусно. Я считаю, еще и как. Очень вкусно. Дай реликвию. Ой-ой-ой. Сюда. Такое мы любим. Такое мы приветствуем. Наверное, взгляд Азеса я оставлю, а вот один кристальчик я могу скипнуть. Но от брони мне толку не будет. Мне нужен урон. Мне нужен урон. Ну, типа, если даже я сейчас поставлю эту броню, я все равно не смогу подойти нормально, адекватно к этому охотнику. Если. Я думаю, вы всех прекрасно понимаете, о чем я говорю. Поэтому, если я не подхожу к охотнику, то я, соответственно, ничего не могу сделать. Вообще ничего не могу сделать адекватно. Сейчас у меня драконий рог есть, у меня сейчас моментально будет активироваться способность. В идеале на таком алхимике играть только в том случае, если его собрать в 3 звезды. В таком случае это идеальный будет билд. Но минусов у него вагон и еще одна тележка. Давайте о них мы в конце поговорим, когда будет итоговая статистика, и мы будем... Ну, тут я, скорее всего, в топ-3, наверное, отлечу. Хотя нет, инсектоиды душу, но у меня 9 хп. Да, все, я инсектоиды выношу. Хорош. 500 урона с руки. Вот это вот хорошо. Вот это вот прекрасно. Вот это вот замечательно. Самое главное, это вынести вот этого инсектоида. Инсектоида я выношу, а вот с охотником у меня есть проблема. Даже на самом деле, если я даже соберу себе... Понял. Охотник выиграл инсектоида. Угу. Там инсектоид на самом деле слабый. Как ни крути, инсектоид очень слабый. У него типа 2 антимага только есть и все. Был бы немного другой билд, бы он этого охотника бы душил, как не знаю кого. Ну ладно. Он сыграл чисто через 3 антимагов. Но мне надо как-то... Ну хотя бы как... Блин, я надеюсь, что я хотя бы охотнику смогу весь стол уничтожать, кроме одного керри, снайпера. Надеюсь на это. Хотя, если я смогу к нему подойти, к этому снайперу, то я смогу его, соответственно, аннигилировать. Угу. На самом деле, на лучший результат я даже не рассчитывал. На лучший результат я даже не рассчитывал. Сейчас мы этого инсектоида... Надо вынести этого инсектоида. Надо побороться хотя бы за топ-3. Я хочу зайти в топ-2. Поэтому инсектоид. Давай-ка уже, ну все, начил на расслабон. Дай бог, я тебя сейчас один раз возьму и вынесу. Вот, смотрите. То, о чем я говорил. Его ультимейт срезает скорость атаки. То есть, самая быстрая скорость атаки это у алхимика под его ультой. Потому что у него становится родная скорость атаки. Не одна,
Ну, ни одна единица, ни 0,9, ни такого, ничего такого. У него под вторым уровнем ультой становится 0,6, под третьим 0,5. И там ломается анимация скорости атаки вообще напрочь. Вот смотрите сейчас, какая будет скорость атаки у алхимика. Пошел, 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 пошел. Разогнался, разогнался, разогнался. Пошел, 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 пошел. Порвал. Все. Да. Все, топ-2 я занял. Теперь надо за топ-1 побороться. На самом деле, шансов за то, что... Шансов. Фу. Шанс... О, не, скорее всего, я не возьму здесь топ-1. Шансы на то, что я здесь возьму топ-1, нереалистичные. Потому что, во-первых, у меня нет столько урона. Если бы, наверное, у меня был урон с руки где-то около 1000 плюс-минус, в таком случае я бы мог вот аннигилировать его. Но тоже там есть бессмертие. Кстати, у этого билда есть огромный плюс. Ну, во-первых, это мейн, сильный керри, все такое. Плюс хп реген с бафа чернокнижника, потому что 25% хп регена получаете. Но даже так этого мало. Ну тоже, вот смотрите, ну все, я к не могу подойти. Все, все, все. Все. Но, честно говоря, я удивлен, что никто жестко охотника этого не контрил. Вообще никто. Какие предметы переделать? Какие предметы переделать? Мне нужно бессмертие. Найду бессмертие, у меня будет огромные шансы вынести его спокойно, потому что вот эти вот 3 секунды, которые я буду находиться в бессмертии, я смогу 3 секунды наносить урон. А, соответственно, смогу наносить урон. Это торба. Это могила. Это последний гвоздь в крышку гроба. 1600 урона с крита. Сюда. Хорош. БФ-ку берем. БФ-ку мы берем не просто так, я думаю, все понимают, почему мы берем БФ-ку. Если не понимаем, сейчас постараюсь объяснить. Ну, я думаю, скорости атаки мне хватит, мне надо рисковать. Либо рискую, не... Ну, может, это чит поможет, хотя вряд ли. Блин, это имбовый щит, но мне не хватит. Мне не хватит от хила. Может, я сейчас и хрень сотворил, то, что взял этот щит. Может быть. Но тоже... Не факт, чтобы мне какой-то там условная кираса упала бы. Ну, не факт, чтобы мне кираса не упала. Не факт. Но все равно красивый билд, ребят. Согласитесь, красивый билд. Это, скорее всего, топ-2. Я более чем уверен, что это топ-2. Там охотник нереально огромный, жирный, плюс у него 9 охотников, а алхимик стоит, тупит, репу чешет, жопу чешет, не может прыгнуть. Все. Невозможно. Вот. Единственное время, когда я могу наносить урон, это под БКБшкой. Все. Вот, видите? Ну, да. Наверное, была бы, если бы маска пятая. Ну, не. Ладно. Ладно. На самом деле, я вытащил максимум с этой катки. Я на больше не рассчитывал, серьезно. На больше я не рассчитывал от слова совсем. Ну. Что ж. Как-то так. Как-то так. Просили алхимика Киру. Реализовал алхимика Киру. Я думаю, теперь многим понятно, почему алхимик Кира не совсем такой вот рентабельный керри. Ну вот именно в плане вот таком билде. Он прикольный этот билд, интересный этот билд. Если все идет, и никто тебя не контрит, то ты в принципе можешь спокойно на нем играть и всех уничтожать. Спокойно. Но тоже... Я говорил, что в конце ролика мы поговорим о минусах этого билда, снова я напомню, о плюсах и минусах, потому что, знаете, как-то сосредоточиться на каточке, рассказывать что-то еще, комментировать, передавать какие-то эмоции, чтобы это было еще и развлекательно, немножко трудно. Вот. Объясняю. У алхимика со 2 уровня уже ломается анимация скорости атаки. Там у него за секунду где-то происходит 10-20 тычек. На 3 уровне алхимики там 20-30 тычек происходит. Там такая поплава происходит. Плюс это хп-реген, плюс это минус броня в области, плюс это... ну, самое главное, это скорость атаки, естественно. Вот. И ты вечно будешь находиться в форме алхимика, находясь в 3 уровне. Можно было бы взять тот же самый агоним.
но он бы мне вряд ли помог, этот агоним. Согласитесь, да. Да, я бы там себе еще сильнее сломал скорость атаки, но толку от скорости атаки, если я не могу подойти к этому охотнику долбаному. У меня просто алхимик стоял как вкопанный, и все. Вот. Первый минус. Это то, что вы один, грубо говоря. Вы остаетесь один в поле воин. Все, вы будете носить в алхимик, когда у вас алхимик третьего уровня, если я не ошибаюсь, то вы будете носить по -5, по -6 по шахматисту. Если что, то в комментариях меня поправьте на эту тему. Это самый главный минус. Потому что это если вы играете в долгую, остаетесь 1 на 1, законтрить вас еще намного проще. Второй минус. Контрить вас, как два пальца об асфальт. Предмет 4 тира — башер. Элементарно, просто 5 секунд из 7 вы будете находиться в башере. 2 секунды окно. Да, есть возможность, что алхимик успеет настакать свою скорость атаки, 2 секунды этого достаточно будет. Есть такой момент, потому что, напомню, у алхимика сломанная анимация скорости атаки. Если он успел настакать свой скилл, соответственно, он смог его юзнуть, то 2 секунды — это за глаза. Алхимик может спокойно за 2 секунды вынести все и вся. Вот. И так же самое касается Дума. Дум прилетает, все, у вас нет отхила, у вас ничего нет, все, вы обоссанные, обкаканные, обгаденные по полной программе. Просто на вас голуби насядут, и все. Сверху вниз. Вот, 2 таких огромнейших минуса. Все. Вот это вот самые огромные минусы. И третий минус — это мета. Тот же самый Monkey King, либо же антимаг, присасывается к этому алхимику, и все. Тот же самый вот этот антимаг, у вас всегда 100 маны. Всегда 100 маны. И поэтому антимаг каждой своей тычки будет наносить вам стан на 0,5 секунд. Намного сильнее билд выглядит это через мантию короля и того же алхимика, мартретку, либо же через антимага, либо же через Манки Кинга. То есть, ну, я думаю, вы все прекрасно теперь поняли, почему вот алхимик Кира Тролли не особо в мете и тяжело реализуемый в этом патче. Это его почти нереально собрать. На самом деле, я удивлен, что его собрал. Максимально удивлен, что я смог собрать такое. Я думал, откисну. Это моя была 3-я попытка. И вот 3-я попытка получается удачная. Бог любит троицу, получается. Получается. Плюсы? Ну, плюсы 1. Скорость атаки сломанная. Есть сильный керри, который хавает своих союзников. Если что, хавает союзников, он в плюсике. То есть вот так вот хавает. Вот так. Вот, как изыди. Хавает плюсиком. С каждого вот этого юнита, который не дороже цены продажи самого алхимика, отдает ему свое хп и свой урон с руки по 60%. 60% хп, 60% урона. Если что, в комменты поправьте. Вот. Ну и в принципе все. Я думаю, тут как бы понятно. Можно было бы еще, конечно, мантию короля засунуть в этого алхимика. Чистый урон получить. Ну, короче. А еще вроде бы как, если я не ошибаюсь, может это, конечно, уже пофиксили, может поправить. А, еще, кстати, воины. Если у вас нет никакого отхила, либо же мантия короля, воины вас аннигилируют. И что я хотел сказать, такую вот, по-моему, фишечка такая небольшая, это когда против вас 9 магов. Если против вас есть 9 магов, то алхимик вроде как, когда схавает все свои фигуры, вот эти вот, которые у него есть на столе, он иммунку получает к 9 магам. Это непонятный момент, это нужно еще раз будет проверить, может это уже пофиксили, потому что пару патчей назад я четко помню, что Кира, когда хавал друг друга, вот именно алхимик плюс именно исконно истинная Кира, когда они хавали друг друга, то, соответственно, обледенение почему-то не работало. Почему, я не знаю. Вот серьезно не знаю, в чем прикол был. Странная тема была. Ну, в принципе, все, ребят. Сегодня такой получился ролик, если что, на более-менее релаксе, потому что, ну, я уже говорил вначале, почему. Вот. Ну, в принципе, все. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забудьте оставить свой лайк и комментарий в поддержку данного ролика, потому что чем больше лайков, комментариев, тем, соответственно, ролик лучше проходит в тренды, в рекомендации и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, ребят, лайк, коммент обязательно, а кто не подписан на YouTube, тоже подписываемся, скоро 2000 подписчиков. И у меня есть телеграм-канал, он, если что, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, еще на экране появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!